Не каждый день президенту Соединенных Штатов докладывают о строительной машине, но именно это и произошло после того, как кадры с китайским колоссом стали вирусными. Возвышаясь над зданиями, работая с пугающей точностью и завершая задачи в рекордные сроки, эта машина вызвала серьезные обсуждения в Вашингтоне. Является ли это военным объектом? Это вообще реально? Эти кадры были настолько шокирующими, что вызвали срочную проверку со стороны аналитиков обороны и советников по инфраструктуре. То, что они увидели, было не научной фантастикой, а китайской инженерией в действии. О какой машине идет речь? Огромная система для бурения тоннелей, выглядящая так, будто ее взяли из фильма о будущем. Речь идет о самоходном, управляемом по GPS, многосекционном монстре, способном прорезать твердую породу так, будто это глина. Американские эксперты были поражены не только мощью этой машины, но и тем, насколько продвинуты у нее системы управления. Датчики, принятие решений искусственным интеллектом в реальном времени и возможность работать практически полностью автономно. Это была не просто впечатляющая машина, это было заявление, громкое заявление, и оно заставило мировые державы обратить на себя внимание. Но какие машины вообще могут появиться после такой? Давайте поговорим о размерах, о машинах, настолько огромных, что небоскребы кажутся рядом с ними маленькими. Представьте себе кран выше длины футбольного поля, поднимающий груз тяжелее синего кита. Звучит невозможно. Но не в Китае. В этой стране строят строительные машины настолько большие, что их приходится собирать прямо на месте, потому что ни одна дорога не сможет их перевести. Эти машины заново определяют границы возможного, устанавливая рекорды по высоте, весу и размаху. Возьмем, к примеру, XMG XGC EE8000. Это самый большой в мире гусеничный кран, который в полностью собранном виде весит более 4000 тонн. Этот монстр поднимал реакторные сосуды на высоту более 60 метров. С поразительной точностью, даже в сложных ветровых условиях. Такой уровень производительности требует не только размеров, но и поразительной инженерной мысли. И речь идет не только о кранах. Экскаватор Sunny SC 1250 настолько велик, что может зачерпнуть внедорожник целиком одним ковшом. Эти машины не просто работают, они доминируют в своей среде. Они созданы не для городских задач, а для масштабных инфраструктурных проектов, дамб, атомных электростанций и целых кварталов одновременно. Но вот в чем суть. Эти гиганты не просто инструменты. Они стали символами растущей мировой индустрии Китая. И они появляются там, где их никто не ожидал увидеть, включая самые знаковые строительные проекты по всему миру. Но главный вопрос – кто строит с их помощью? У самых масштабных и смелых инженерных проектов последнего десятилетия есть кое-что общее. Китайские строительные машины. От самых длинных мостов Африки до новейших супермагистралей Латинской Америки эти машины находятся в самом центре событий. И это не случайность. Китай экспортирует не просто инструменты. Он экспортирует инфраструктуру. Страны по всей Азии, Африке и Южной Америке заключают контракты на мегапроекты. И китайские строительные компании привозят с собой собственную технику. Это не проекты на заднем дворе. Речь идет о мостах, пересекающих море, подземных транспортных узлах и небоскребах в 30 этажей, построенных за недели, а не месяцы. Один из ярких примеров – международный аэропорт Дасин в Пекине. Это инженерное чудо, большая часть конструкции которого стала возможной благодаря специально разработанной для этого технике. Сверхдлинные кровельные фермы, специальные башенные краны, мобильные бетонные смесители. Это был целый флот инноваций. А самая удивительная часть? Многие из этих машин используются за пределами Китая чаще, чем внутри страны. От автомагистралей Пакистана до железных дорог Эфиопии эти машины становятся рабочими лошадками по всему миру. Но одни из самых поразительных достижений происходят под землей, где машины сталкиваются с самой большой проблемой – твердыми породами. Прокладывать тоннели через горы раньше занимало годы. Теперь китайские машины делают это за считанные месяцы. Эти проходческие щиты, или TBM, не похожи ни на что видел мир.
Некоторые из них длиннее футбольного поля и оснащены вращающимися режущими головками размером с дом. Они созданы для того, чтобы без остановки прогрызать гранит, глину, песок и все, что между ними. Особенно выделяется TBM с балансировкой шлама, который использует под давлением жидкость для стабилизации тоннеля во время проходки. Она может двигаться вперед, одновременно контролируя обломки, давление и даже сейсмическую отдачу в реальном времени. Это позволяет вести строительство под реками, под городами и через нестабильные грунты с минимальным риском. Одна из машин, получившая прозвище Каюнь, проложила почти 7 миль через сложные горные породы, чтобы построить водоотводный тоннель на юго-западе Китая. Инженеры, работающие на аналогичных машинах в США, признались, что им понадобилось бы вдвое больше времени и вдвое больше людей, чтобы попытаться реализовать такой же проект. Эти машины настолько сложны, что для их работы требуются собственные транспортные команды, ремонтные бригады и инженеры-программисты. Но некоторые из них уже начинают работать полностью без участия человека, и это подводит нас к чему-то еще более футуристичному. Строительная техника, которая сама едет, копает и строит. Китайские строительные машины теперь не только большие, они умные. Некоторые из новейших экскаваторов, погрузчиков и асфальтоукладчиков используют искусственный интеллект в реальном времени для навигации, обхода препятствий и даже для корректировки своего поведения в зависимости от типа почвы. Этим машинам не нужен оператор в кабине, они управляют собой сами. Один из примеров – автономный дорожный каток XCMG. Оснащенный GPS, лидар, камерами и внутренними датчиками, он уплотняет дороги с идеальной точностью. Человек никогда не сможет сравниться с его стабильностью. И если рельеф немного меняется, машина мгновенно подстраивается. Навигация с помощью искусственного интеллекта также снижает издержки. Теперь один оператор может управлять несколькими автономными машинами из диспетчерской, наблюдая, как они работают слаженно. И поскольку они учатся на данных, со временем становятся лучше. Чем дольше они работают, тем умнее становятся. Последствия этого огромны. Меньше потребность в рабочей силе, более быстрые проекты и более безопасные рабочие площадки. Никакой усталости, никаких человеческих ошибок, только стабильная оптимизированная работа. И речь идет не о прототипах. Эти машины уже используются на реальных строительных площадках. А что если вы могли бы привести целую фабрику прямо на стройплощадку? В следующей главе мы рассмотрим машины, которые замешивают, заливают и обрабатывают материалы прямо там, где это нужно, в движении. А что если вашей строительной площадке не понадобятся грузовики с материалами? А что если материалы, бетон, асфальт, даже кирпичи производились бы прямо на месте, на площадке? Именно для этого созданы некоторые из новейших машин Китая. Это мобильные заводы, машины, которые замешивают, нагревают и подготавливают материалы прямо во время передвижения по строительной площадке. Возьмем, к примеру, мобильный бетонный завод серии Sunny XS. Его можно установить менее чем за один день, и он почти сразу начинает производить бетон. Без ожидания, без транспортных расходов и без задержек из-за пробок или погоды. Просто заливайте и стройте. А еще есть асфальтовый поезд, серия соединенных между собой машин, которые движутся по длинным участкам шоссе, укладывая горячий свежий асфальт прямо на ходу. Это скоординированная операция, управляемая с помощью датчиков и GPS, а также контролируемая центральной системой, которая в реальном времени отслеживает температуру, толщину и процесс затвердевания. Такая мобильность не просто экономит время, она меняет правила игры. Дороги строятся быстрее. Отдаленные районы становятся доступными. Вся строительная площадка становится меньше, потому что не требуется хранение и транспортировка материалов. Точность настолько высока, что некоторые из этих систем теперь используются для строительства взлетно-посадочных полос аэропортов и оснований для высокоскоростных железных дорог, где даже малейший дефект может привести к катастрофе. Но как эти машины знают, что им делать? Пора заглянуть глубже, буквально, во внутренние технологии этих машин. Снаружи многие из этих машин все еще выглядят как стальные монстры, громоздкие, тяжелые, суровые, но внутри совсем другой мир.
Китайская строительная техника оснащается умными технологиями, анализирующими, корректирующими и обменивающимися данными. Лидар-датчики сканируют поверхность Земли малейших изменений уклона. Тепловизионные камеры определяют температуру материалов, предотвращая преждевременное затвердевание, растрескивание. Датчики вибрации следят, чтобы уплотнение было равномерным. Все эти системы взаимодействуют друг с другом. Некоторые машины работают как часть единой экосистемы. Бетономешалка может корректировать состав смеси на основе данных в реальном времени от асфальтоукладчика, который она обслуживает. Кран может изменять баланс противовеса в ответ на внезапные изменения ветра, измеряемые анимометром на соседней башне. Вся эта информация отправляется на облачные платформы, где инженеры могут отслеживать состояние техники, расход топлива и производительность за сотни миль от объекта. Поломки можно предсказать за несколько дней до их возникновения. И обслуживание становится упреждающим, а не реактивным. Это не просто автоматизация, это строительство, управляемое данными. Именно поэтому следующая граница – это не только мощность или умные системы, а то, как эти машины вообще получают энергию. Давайте поговорим об энергии и гонке за экологичность. Тяжелая техника всегда была прожорливой к топливу. Дизель, масло, выхлопы и шум. Но сейчас Китай возглавляет переход к более чистым и экологичным строительным площадкам. Нет, его самых крупных машин переосмысливаются с использованием электрических, гибридных и даже водородных силовых установок. Возьмем, к примеру, электрический экскаватор XCMG XC270E. Он достаточно мощный для крупных проектов, но при этом бесшумен и не выделяет выбросов. Разработанный для городских работ, где шум и загрязнение окружающей среды имеют критическое значение, он работает на литиевой батарее и способен отработать целую смену на одной зарядке. Тем временем гибридные краны сочетают дизельные и электрические двигатели, снижая расход топлива до 30%. Эти машины могут переключать режимы питания на ходу, используя чистую энергию, когда это возможно, и топливо только при необходимости. На отдаленных строительных площадках даже тестируются солнечные зарядные системы, обеспечивающие чистую энергию там, где нет электросети. Этот переход связан не только с заботой об окружающей среде, но и со стратегией. Страны, импортирующие технику, все чаще требуют снижения выбросов и соответствия экологическим стандартам. И китайские производители быстро адаптируются, зачастую опережая западные компании, которые все еще зависят от традиционных двигателей. Но куда же отправляются все эти машины? Ответ – повсюду. Теперь китайскую технику используют не только в Китае. Строительное оборудование, произведенное в Китае, теперь работает на 5 континентах. От горнодобывающих предприятий в Чили до расширения автомагистралей в Кении, эти машины становятся глобальным явлением. И дело не только в экономии. Их привлекательность в практичности. Китайские машины становятся качественнее, оснащаются современными технологиями и продаются по более низким ценам, чем американские или европейские аналоги. Условия финансирования щедрые, а поставки быстрые. Это делает их привлекательными для развивающихся стран, стремящихся строить быстро и недорого. В Южной Америке парки китайских автогрейдеров и бульдозеров меняют ландшафт для масштабного расширения сельского хозяйства. В Юго-Восточной Азии мобильные бетонные заводы помогают восстанавливать инфраструктуру после стихийных бедствий, а на Ближнем Востоке китайские краны теперь работают на строительстве роскошных небоскребов в таких городах, как Дубай и Доха. Даже в странах, традиционно лояльных западным брендам, китайские машины появляются все чаще, и не только в качестве запасных, а как основные инструменты на строительных площадках. Однако такое глобальное распространение вызывает пристальное внимание. Действительно ли эти машины так же надежны, как кажутся? Давайте рассмотрим несколько реальных случаев, когда все пошло не по плану. Нет ни одной идеальной машины. И да, у китайской строительной техники тоже было немало неудач. В одних случаях это была треснувшая опорная балка, в других – обрушение крана или остановка машины посреди проходки тоннеля. Эти инциденты вызвали серьезные вопросы.
Один широко освещавшийся случай – огромный кран, импортированный для портового проекта в Европе. Во время подъема отказала гидравлика, что привело к аварийной остановке и задержке на неделе. Расследование показало, причиной стала ошибка в ПО. Ту самую, которую не обновляли с момента выпуска. В другом случае, на удаленном горнодобывающем участке в Африке, целый парк китайских бульдозеров вышел из строя всего за несколько месяцев. Оказалось, что местные операторы не были обучены работе с программным обеспечением, а регламенты по обслуживанию не соблюдались. Но вот что важно. Эти инциденты происходят не потому, что сами машины изначально плохи. В большинстве случаев дело в интеграции. В том, как эти машины внедряются, обслуживаются и адаптируются к разным условиям. И китайские производители учатся очень быстро. В ответ они запустили глобальные обучающие программы, обновили документацию и создали команды поддержки за рубежом. Так как же Запад реагирует на все это растущее доминирование? Давайте посмотрим. Пока китайские машины распространяются по всему миру, западные компании и правительства не остаются в стороне. В Соединенных Штатах такие компании, как Caterpillar и John Deere, ускоряют свои программы исследований и разработок, инвестируя миллиарды в автоматизацию, электрификацию и интеграцию данных. Но догнать конкурентов оказывается сложнее, чем ожидалось. Часть проблемы – это скорость. Китайские производители быстро внедряют новшества, выпуская новые модели за месяцы, а не за годы. Они тестируют оборудование в реальных условиях, часто на поддерживаемых государством мегапроектах. Тем временем на Западе строгие регуляции и более высокие издержки замедляют все процессы. Растет и геополитический ответ. Вводятся торговые ограничения, тарифы и политика поддержки местных производителей, чтобы сдержать влияние Китая в сфере общественной инфраструктуры. Тем не менее, многие частные компании, особенно в горнодобывающей промышленности, логистике и недвижимости, импортируют китайское оборудование из-за его экономичности и доступности. Европа тоже реагирует. Немецкие и шведские производители переключают внимание на высокотехнологичные специализированные машины, где у них есть преимущества. А массовый рынок Китай быстро сокращает отставание, и многие эксперты считают, что дни доминирования Запада в производстве строительной техники сочтены, но Китай копирует и масштабирует существующие технологии, или они занимаются инновациями. Ответ может вас удивить. В течение многих лет промышленный рост Китая критиковали как подражание. Критики говорили, они просто копируют. И на ранних этапах это часто было правдой. Многие машины первого поколения напоминали западные образцы вплоть до расположения болтов. Но эта эпоха быстро уходит в прошлое. Сегодня одни из самых передовых строительных машин в мире разрабатываются с нуля в китайских лабораториях. Компании, такие как XCMG, Xumlion и Sany, открыли исследовательские центры в Европе, США и Японии не только для того, чтобы учиться, но и чтобы лидировать. Они подают патенты, публикуют научные статьи и выигрывают мировые дизайнерские награды. Китайские машины теперь не просто дешевле, они часто умнее. Обратная связь в реальном времени, балансировка нагрузки на основе искусственного интеллекта, алгоритмы предиктивного обслуживания. Это функции, которые даже не всегда есть в некоторых американских или европейских моделях, и они создают их для всего мира. Модульные машины, которые можно адаптировать к разным типам местности, климату и проектам. Это не клоны, это развивающиеся инструменты, созданные с учетом глобальной эффективности. Итак, как выглядит будущее? Насколько далеко это может зайти? В последней главе мы рассмотрим, что будет дальше и что это значит для всех. Если прошедшее десятилетие было посвящено размеру и скорости, то следующее будет посвящено интеллекту и независимости. Китайские строительные машины уже намекают на будущее, в котором целые строительные площадки будут работать самостоятельно. Автономные парки техники, дистанционно управляемые краны, роботы для 3D-печати, возводящие бетонные стены. Это не фантастика. Это уже проходит испытания. Некоторые компании разрабатывают умные площадки, где каждая машина, от экскаватора до бетономешалки, подключена к единому центру управления. Эта система планирует, координирует и выполняет задачи практически без участия человека. Рабочие не управляют машинами, они следят за системами.
Тем временем энергетические технологии продолжают развиваться. Погрузчики на водородном топливе, станции быстрой замены аккумуляторов для бульдозеров и сверхэффективные дроны на солнечных батареях для картографирования строительных площадок уже проходят испытания в реальных условиях. Все это указывает на одно – мир, в котором строительство становится быстрее, дешевле, безопаснее и гораздо более автоматизированным. Так что, когда вы видите гигантский китайский кран или туннелепроходчик с искусственным интеллектом, помните, это не просто машина. Это сигнал, знак того, куда движется будущее. А остальной мир пытается не отставать.